Всем доброе утро! Сегодня мы находимся в городе Браунфельс. Смотреть еще один замок прекрасный, и вокруг которого вот такие очаровательные домики построены, как в сказке. Погода замечательная. Здесь сувениры разные продаются. Посмотрите, какая красота. Даже антиквариат есть, видите? Смотрите, какой здесь праксис. То есть здесь врачи. Петри Вагнер. Никогда не скажешь, что вот в таком-то здании красивом такая тишина, пустота. Вероятно, потому что утро. Посмотрите на это великолепное место. Сказочное просто. Похоже на маркетплац, знаете, где раньше собирались и торговали вот в древности. Очень красиво. И здесь еще, наверное, артезианскую воду набирали люди раньше. Смотрите, какое красивое. С 1833 года еще. Как спокойно, уютно. Тут мороженица продают. Какое прекрасное дерево, правда же? Великолепное. Наверное, раньше здесь представления какие-то были. И сейчас просто беседка. Одуванчики расцветают. Какой вид с этой стороны открывается. Великолепный. И вот как я обратила внимание, что все эти замки, дворцы всегда на холмах, на вершинах располагаются. Это, конечно, завораживает. А внизу уже живут, как обычные люди, да? Наверху жила знать, самое главное. А здесь у нас что? Это шпайз-меню, шпайзе-карта. Тут расценки, сколько что стоит в ресторане. Смотрите, суп со спаржей, крем-суп 8 евро. Салат с томатами, огурцами и каким-то сыром 14 евро. Да, не дешево. Но это такие места всегда они. В них дорого что-то покупать. Но так уютненько, смотрите, ресторан. Открытый. Еще и так рано. Что, купили мороженое? Мороженое купили? Все, купили мороженое. Теперь будет тишина и спокойствие. Вкусное? Держи руку. Какое вкусное должно быть, да? Пойдемте вперед. Здесь еще церковь есть. Ну, как всегда в таких местах. Посмотрите на эту красоту. Нет, ты кушай сама. Пока мне не хочется мороженого. Какая прелесть. Сказка и только. Это вот такой магазин разных декоративных элементов. Видите? Это вот дома для интерьера. Можно приобретать здесь что-то. Это для сада, наверное.
элементы разные. Но вот эти феи маленькие, красота. Такие двери прекрасные. Замок Браунфельд является центром города и расположен на вершине холма. Здесь, видите, место казни даже есть еще. Сохранилось. И перед входом прямо в замок, вот так, чтобы перед народом, наверное, показывали приговоренных. Датируется вообще замок с XII веком. Еще есть документы, в которых он упоминался. А вообще реставрирован он был в XIX, более-менее окончательно. Конечно, подвергался многократным разрушениям. Включительно во время 30-летней войны особенно он потерпел серьезные разрушения. Видите, какое укрепление замка? Очень мощное. Чтобы никто даже не смел сюда подбираться к нему, да. Завораживает. Видите, какая дверь здесь тоже красивая. Но это более новее, видно, что она не старинная. В таких исторических местах жить, это, конечно, необычно. Смотрите, как мило, как люди ухаживают за своим домом, за своим садиком, да, цветочным, с такой душой. Это как будто колодец. Видите, ведро стоит. Наверное, раньше здесь колодец был. Необычный. Такой уголочек. Здесь вода текла когда-то, помпа. И опять маленькие двери. Тут, видите, есть поручни. То есть, например, если люди с ограниченной возможностью или пожилые, да, которым трудно идти и скользко, например, если, да, осенью дождь, то все продумано для людей. Смотрите, какие ворота интересные. Они, наверное, сейчас закрываются, потому что, видите, вот тут цепи. Главное, что сейчас открыто для нас. Тут, наверное, обзорная площадка, как всегда, да. Мы уже с вами догадываемся, да, что как находится, как устроено, сколько мы уже путешествуем. Какой памятник, мать и малыш. В честь памяти разных событий, конечно, не самых приятных, как мы догадываемся. И, конечно, интерьер замка хранит дух эпохи его создания. В этом замке есть большие залы, кстати, рыцарские доспехи еще.
Все это помнит атмосферу отчаянной храбрости, жестокой конкуренции, потому что здесь велись не один раз войны, опять маленькие двери. Да что это такое? Еще меньше. Это все ходы такие, я думаю, специально продуманные. Опять эти отверстия, наверное, для оборонительной функции или для освещения. Знаете, может быть, еще для освещения служили. Ну, реставрация замка, конечно, подарила ему новую жизнь просто. Тут было две графские семьи, которые между собой фронтовали, ссорились часто. Это семья Сольмс и Нассау. Фамилия такая у них. Здесь сувениры продаются. Видите, здесь тоже показывают рыцарские доспехи. Борьба здесь была, войны частые. И знать. Кроме этого, этот замок еще пережил большой пожар, после которого снова был восстановлен. Здесь смотрите, какие окна красивые. Здесь снаряжение военное. Видите, какие длинные сохранились. Очень красиво. Open. Я уже открывала одну дверь. Здесь разные. Очень непросто это все так открыть. Я пыталась, но, видимо, никак. Видите, как там красиво внутри. Пальмы даже. Растения такие. Здесь экскурсии проводятся. Кстати, данная крепость раньше была еще во власти испанцев во время чумы, эпидемии чумы. И во власти французов и Пруссии. То есть у него очень богатая история у этого замка. С 19 века его реставрировали и вот поддерживают в таком состоянии. Смотрите, там какой герб. Замок — это все-таки больше про оборонительную функцию, про защиту от военных действий. Такую мощь создает. А дворец — это что-то помпезное, торжественное, праздничное. Замки мне больше нравятся, если честно. Но, наверное, я мало дворцов видела еще. Все впереди, друзья. Будем исследовать по возможности. Все по возможности в этой жизни. Тоже дверь красивая. Видите, я вам рассказывала про эти символы над дверью, помните? Ну, какая красивая. Кайн кафе. А, здесь кафе. Здесь нельзя сейчас на стенах. Смотрите. О, герб. Наверное, кафе в таком стиле историческом. Да, интересно. Но я думаю, во время обычного времени здесь, наверное, очень многолюдно. Я бы вам не смогла так показать все тихо, спокойно. Как они интересно строили здания. Смотрите, на углу
Угол к углу, видите? Необычная постройка. Не просто отдельно здание, а вот так пристроенные один к другому. То есть, наверное, есть... Вот смотрите, эта стена вообще вот так вот по диагонали идет. Так, чтобы смогли люди переходить из одного помещения в другого быстро. Например, при оборонительных, при войнах или столкновениях. Видите, там балкончик есть. Какие фонари раньше делали? Произведение искусства. Посмотрите на это величие. Я сейчас вот нахожусь здесь и представила вот дух того времени, как тут была какая-то жизнь, активность, рыцари ходили, что-то решали, знать великая, творились великие дела в специальных снарядах, одеяния у них были совсем не как сейчас у нас, да. В общем, фантазия в таких местах хорошо работает. Ну, посмотрите, как можно не фантазировать, глядя на это. Как они строили это. Великолепно. Обратите внимание, здесь четырехугольная башня. И такие маленькие, видите, еще домики. Как будто по углам. А с той стороны уже восьмиугольная. И вот здесь люди жили. Воевали, страдали, любили. Это охраняемый объект. Здесь везде камеры тоже стоят. Вот видите, одна из них. Мы снимаем их, а они снимают нас. Посмотрите, сколько здесь ворот. Это, наверное, если с той стороны нападали и взламывали сначала одни ворота, вторые, то уже сверху тут есть отверстие такое. Наверное, кидали что-то горячее. Видите, вот это. И еще тут дорога такая пологая немного. Вот видите? То есть по краям стекала вода или что-то, чтобы не застаивалось. Видите, башня еще одна такая старинная. Очень понравилось. Думаю, вам тоже. Но такие места не могут не нравиться, согласитесь. И такой маленький домик, наверное, здесь охрана была. Дети отдельно. Смотрите, какой герб красивый на входе. Рыцарский шлем и лев сверху. Смотрите, как красиво. Такой участок приятный глазу. Настоящая Европа, да? Вот с этими домиками. Смотрите, какой вид открывается. Ну, сказка.
Я размышляю, так жить вот в таких местах. Это все красиво, да? Изумительные места вокруг, но тут много туристов. Это сейчас просто время такое. А люди живут здесь. Наверное, иногда дискомфортно, когда много людей. И плюс здесь много кафе. Вечером, ночью, наверное, может быть и шум, хотя не знаю даже, но это только мои мысли. А здесь хотела показать вам сказку настоящую. Чудеса. А вы видели такие почтовые ящики? Смотрите, написано Zeitungen, то есть газеты. Вот туда ставят почтальон, газета. Каждый уголок оформлен с душой. Нет, не надо, это не наши газеты. Пойдем дальше. Идем еще мороженое купим, хочешь? Здесь еще одна сказочка. Птичка. А она от ветерка так шатается, видишь? Видите, здесь кафе тоже, ресторанчик, сейчас закрытый.